Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, что у меня сегодня за план? На самом деле план надежный, как швейцарские часы. Короче, не откиснуть в топ-8. Для того, чтобы не откиснуть в топ-8, мне необходимо активировать все свои запасы удачи, энергии и тому подобное. Короче, мне нужно проявить максимальную скиллуху сегодня. И что я хочу сегодня? Ну, смотрите, мне бы на самом деле хотелось попробовать вертолетика собрать. Для этого мне нужно будет, соответственно, золотые роллы. Но получится ли у меня это сделать, пока что не ясно совершенно, но хотелось бы, вот прям хотелось бы попробовать реально вертолетика закерить. Я хочу попробовать закерить под зверьми. Я думаю, это будет прикольно, это будет интересно. Если, естественно, у меня это получится сделать. Ну, мехи, по крайней мере, мне идут. На самом деле, мне еще и Лустрик пришел со старта. Там у Игорька пришел... Кто? Правильно, там пришла Луна ему. 2 звезды. Угу. Ладно, короче, поиграем пока что, наверное, через лустрик. Да что ж такое, горло, успокойся. Что вчера, что сегодня? Вот начинает оно хрипеть в моменте, только когда я сажусь записывать какой-то ролик. Вот бесит меня, короче. Бесит меня мое вот это вот горло, которое хрипит. Бесит. Вот что с ним мне делать? Вот что мне сделать с этим горлом, чтобы оно не хрипело? Может попробовать сегодня сыграть через фулл рыцарей, а? Как вам идея? Я считаю, шикарная идея. У меня есть палка еще, палочка Манки Кинга. Ну, идея сыграть через фулл рыцарей довольно-таки необычная, хоть и не метовая, и, скорее всего, меня порвут. Кстати, посмотри, какой у меня стиль на легионочку. Боже, как она прекрасно смотрится. Еще эта анимация активации с пассивки, прям имба. Так это может ранний Бэтрайдер в 2 звезды у меня будет? А может точно так же, только пусть у меня еще и легионка, когда придет. Я как раз могу пообузить легионочку. Не, на самом деле, если мне придут ранние рыцари и все рыцари, которые мне необходимы, это будет имба. Это реально будет имбой. Я тогда знаете, что смогу сделать? Правильно. Попробовать реально через рыцарей поиграть. Тут есть тролль пятерочка еще, и в принципе... Можно реально попробовать что-то-нибудь замутить с легионкой. А вот что конкретно, неизвестно пока что. Так, смогу ли я здесь раунд затащить? Было бы круто, если бы затащил раунд, потому что я получу тогда плюс к урону. Кто вдруг не знает, когда легионка выживает в победном раунде, она получает плюс урон. Сначала там плюс 10, плюс 15, а потом плюс 25. Ну, плюс 10 это первого уровня легионка, плюс 15 второго уровня легионка и плюс 25 третьего уровня легионка. Ну, что-то пока, короче, как-то план проваливается. План пока что такой себе. Может взять уровень? Там охотники. Может реально попробовать взять уровень, все-таки 4-й. И не париться. Хотя не, я пока что спешить не буду, посмотрим, что у меня будет дальше. И на самом деле и не уверен, что я буду играть через легионку. Не, хотелось бы попробовать что-нибудь такое необычное собрать через легионку, но для того, чтобы легионку реализовать, она должна побеждать, это первое. И получать, соответственно, урон с руки. Если она не будет побеждать, а будет проигрывать зачастую, то, соответственно, урон с руки она получать не будет, и легионка будет полный Г. Прям такое выразительное Г. Может, мне сейчас панда легендарного тролля принесет, а? Как думаете? Выйду, короче, в 10 монет. Идеально было бы, чтобы мне, знаете, пришлось сейчас 2 рыцаря и 2 рыцаря человека. То есть это Dragon Knight плюс Омник. У меня тогда бы еще и опыт вверх шел. Может на гритерах попробовать как-то легионочку-то реализовать. Не знаю. Блин, у меня столько мыслей в голове вертится, что я прям не могу передать словами, насколько у меня мыслей куча в голове. Хочется и то, и сё, и 5-е, 10-е. Через гритеров было бы прикольно сыграть. Тогда бы мне нужно было бы... Точнее, мне не нужно было бы искать предметы для того, чтобы засейвить мою легионочку от всяких там дебафов и тому подобное. Это, в принципе, идеальный такой вариант. Ладно, короче, посмотрим. Так, убав... О, сюда. Сюда. Это то, что доктор прописал. Это нам надо. Теперь я хочу Dragon Knight раннего. Это будет вообще шикардос.
Драгонайта раннего, и все это будет прекрасно. Короче, ребята, пока я тут вот в раздумье все такое, чел даже 6 морских поставил. Будет играть через, через Сларка. Прикольно. Плюс 20 урона есть уже. Все, урон пошел вверх. Это означает, что правильно. Все будет прекрасно, все будет замечательно. Самое главное, чтобы мне легионка шла. Вот это вот самое главное. Чем раньше я ее соберу в 3 звезды, тем, соответственно, будет лучше для меня, потому что я буду тогда набивать пассивочку. У меня там будет пассивка чаще срабатывать, и от хила будет много. Короче, все будет прекрасно, все будет чики-бомбони. В общем, что я хотел сказать? А хотел я сказать следующее. Смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза. Вот так, смотри. Я хочу, чтобы ты сейчас поставил свой лайк и комментарий от 3 слов, потому что мне нужна ваша поддержка для того, чтобы ролик продвигался и в тренды, рекомендации. Все, давай, работаем. А также я напоминаю, у меня есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео и в комментариях под видео. Поэтому присоединяйся, не стесняйся. Вместе, соответственно, веселее, лучше и, соответственно, поддержишь меня. Потому что в телеге я хочу попробовать 1000 подписчиков заработать. Это будет круто. 1000 подписчиков на телеге, прикиньте, а? Это круто будет. Все, ребят, работаем, работаем. Без спама, без рекламы, все такое, погнали. Кстати, хочу напомнить, что если вдруг вы пропустили там стрим или что-то еще, то запись стрима есть во вкладке трансляции. Поэтому переходите, смотрите, особенно вчерашний стрим. Он классный был. Он классный, потому что мы там проводили рубрику комментирования игр подписчика. Поэтому там мы разобрали целых 3 каточки. Целых 3 каточки мы разобрали там. О, смогу ли? Ну срабатывай пассивочку, ну пожалуйста. Ну чё ты такая жлобыня? О, еще и в конечном итоге молния вылетела. Если бы молния не вылетела, кстати, я мог бы его и забрать. Но мог бы, не мог, а вот не смог. Ну все. Не смог, так не смог. Ладно, Абадончика поставлю. В Абадончика я как-то верю. Я бы мог поставить сейчас 4 рыцарей, но в 4 рыцарей я особо не верю. Ну, типа, да, там щиток будет чаще срабатывать, да, там 2 щитка будет, соответственно, это плюс хп реген, плюс вейт урона, там 60% как физического, так и магического. Ладно, пока что посмотрим. Я не хочу ставить пока что 4 рыцарей, у меня вот пока что все стоит, у меня все замечательно. Был бы Омник, тогда можно было бы и подумать о 4 рыцарей. Но Омника нет, соответственно, о 4 рыцарей нет смысла думать даже. Но тяжело, туго идет. Все очень и очень туго идет. Но у меня как бы есть 2 керри предмета. Это маска 2 тира и это, соответственно, палка 1 тира. 2 керри предмета у меня есть. Волшебники идут. Не знаю. Мне сейчас самое главное это пережить мобов. У меня вроде бы сейчас довольно-таки сильный стол, я должен прекрасно пережить мобов. Только самое главное, чтобы у меня сработали щиты. Не сработают щиты, пойду я гулять лесом. Вот серьезно, сейчас все зависит от того, насколько сильно сработают у меня щиты. Я очень надеюсь, что у меня щиты сработают как надо. У рыцаря есть приколюшка, то что со старта сразу активируется щит, вне зависимости от синергии. То есть вы щит получаете со старта. Вот обратите сейчас внимание. Видите, сразу щит активировался. И сейчас может активироваться щит синергии. Вот видите, активировался сейчас на Абадоне. Но самый огромный минус в том, что щиты активируются рандомно. Вот видите, у меня на легионке 2 раза активировался... Тупчик. Я центрального моба еще и не добил. Какая боль. Ну ладно, о, ДК. О, а это уже другой разговор. А это так-то уже другой разговор. 4 рыцаря плюс, окей. Хотелось бы мне попробовать, конечно, закирить Драгонайта. Надо, кстати, будет хоть раз попробовать записать этого Драгонайта в 3 звезды, если, конечно, будет Мамора. Если Драгонайт мне придет ранний. Если Драгонайт придет ранний, это будет очень круто. Я, наверное, сейчас попробую его покерить. Пока что легионка у меня растет как на дрожжах. Мне бы Омника, и было бы вообще замечательно. Я бы тогда мог избавиться от Лины, взять уровень 6 и поставить себе 6 рыцарей со старта. Игорек тут тоже он собирает себе рыцарей, судя по всему. Только он будет играть через Луну. На самом деле, баф 6 рыцарей, он довольно-таки слабый. Типа, я... Ну, рыцари мертвые, короче. Рыцари как были мертвы, так и остались мертвы. Самое жесткое то, что щит может сработать 3 раза одновременно с первым щитом. И что делать потом? Спасибо за улучшение. Очень таймингово, очень вовремя. Все как обычно.
Все как обычно, ничего нового. Эх. На самом деле надо рыцаря переделать максимально. Потому что рыцари сейчас максимально ук. Полный ук. От рыцарей очень мало проку. Типа, как бы ты ни старался, но на рыцаре ты нормально сыграть не можешь. Из-за того, что синергия максимально слабая. Ее надо бафать. Вернули бы они просто старую синергию рыцарей. Было бы намного лучше, чем сейчас. Как по мне, сейчас, ну, сколько времени это пытаются ее апнуть, оживить хоть как-то и тому подобное. Все это такая хрень. Прям как шапочка из фольги у разработчиков. Так, 6 надо взять. А где мой омник? Кто-то видит омника, кто-то видит вообще усиление по рыцарям. Я что-то как-то не вижу. Я, наверное, знаете что? Я буду ролиться сейчас. И постараюсь легионку собрать в 3 звезды. Chaos Knight, точнее, Chaos Knight я скипаю. Chaos Knight мне не нужен. Chaos Knight я скипну. Как же поступить лучше? Ну, в действительности мне надо, наверное, ролиться. Либо я сейчас буду ролиться, либо все-таки на 7. На 7 уровне у меня будет шанс больше на фиолетовую фигуру, а, соответственно, оттуда бы я хотел бы взять бабку. С бабкой было бы получше. Да мне в целом хоть какое-то бы усиление. Не, если со старта рыцари не приходят хотя бы в двоечку, допустим, там Омник и Абадон, 2 самые мощные фигуры со старта, то все. То это поплава лютая. Делай, что хочешь, и ничего тебе не поможет. Ладно, я, наверное, поролюсь. 2 Никса пришло. Надо было, короче, идти в инсектоиду, судя по всему. Судя по всему, в действительности надо было идти в инсектоидов. Поставлю, кстати, 2 легионки. 2 легионки я поставлю не просто так. Вдруг кто не знает, то если 2 легионки выживают в конце раунда, соответственно, победного раунда, то 2 легионки получают бонус к урону. И когда ты их соединишь, этот бонус к урону увеличивается. То есть, допустим, у одной легионки было 100 урона, и у второй легионки было 100 урона набитого. Ты их соединил и получил 200 урона от легионки. Как-то так. То есть оно стакается. Вкратце. Абадончик мне, конечно, хорошо пришел. Вот бы так и дальше было. Цены поэтому не было. Я, наверное, сейчас, да, действительно буду ролиться. Я хочу попробовать легионку собрать в 3 звезды. Контент требует жертв. Оп, сюда, кстати. И Луна пришла. И Омник пришел. Ничего себе. Явился, не запылился. Ты глянь на него какой. Ты глянь на него. Не знаю, я, наверное, хочу рискнуть. Я хочу попробовать оставить 2 легионки. И чтобы они выиграли раунд. Вот очень хочу попробовать. Я надеюсь, что у меня мой план не провалится сейчас с треском. Потому что я хочу получить бонус к урону. То есть 2 легионки выживут, и я, соответственно, получу бонус к урону. Это будет шикардос. Хоть какой-никакой, но это абуз. Абуз мы любим. Абузить мы любим, поэтому абузить надо. Мне бы сейчас молнии упали второго тира, было бы шикардос. Рок войны бесполезно упал. В принципе, плевать. В принципе-то плевать. Ну да, сейчас, если все будет хорошо, я выиграю раунд. Отлично, все. Бонус к урону я нашел. Я, наверное, возвраточку возьму. Хорош. Это мне нравится. Это мне очень нравится, потому что я сейчас получил бонус к урону, к легионочке своей. Если сейчас буду тащить, то, соответственно, еще получу сверху больше. У меня еще и баф людей. То есть, в принципе, пока все хорошо. Не знаю, я, наверное, возьму... вот этот вот талисман, потому что он уплотнит мою легионку, соответственно, ее будет тяжелее пробивать, и, соответственно, она еще и будет возвращать 50% чистого урона. А также у нее будет чаще срабатывать пассивка. Ну, соответственно, когда ее бить будут, она будет срабатывать. Соответственно, она будет жить, все такое, и, соответственно, она будет хилиться. Мне теперь самое главное, это собрать легионку в 3 звезды раннюю.
Так, охотника я порвал. Вроде бы. Порвал же? Давай. Хил. Отхил. И винстрик. Сюда, сюда, молодой. Винстрик мой. Ну давай, приходи ты усиление по легионочке. Давай еще одну легионочку. Луна. Ну ладно, пойдет. Пойдет. Ну такое усиление мне нравится. 75 урона с руки у меня уже в моей легионке. На минуточку. О, Луна 3 звезд, еще и клинок тени. Это плохо. Это очень плохо. Для меня это прям катастрофически плохо. Луна 3 звезд с клинком тени, я тупо, я тупо в него попадать сейчас не буду. Мне по-любому здесь надо будет МКБ. Без МКБ я по ней вообще не буду попадать. Так, яйцо, отлично. Понятно. Все, прилив по рыцарям закончился. Прилив по рыцарям закончился. Все, расчет окончен. О, боже, какие твари играют. Просто инсектоидов собирают. Помните, я когда-то в одном из своих роликов, так я по-моему, часто говорил в одном из своих роликов о том, что, типа, когда ты хочешь на чем-то необычном поиграть, кто-то тоже будет собирать такой же билд, как у меня. Вот смотрите, я хочу сейчас поиграть, попробовать через рыцарей, и там Игоречек собирает рыцарей. Красота? Еще какая. Красота неописуемая. Но это жестко. Че он вдруг решил собрать рыцарей? Играйте на мете. Дайте мне поиграть на рыцаре, дайте мне контент позаписывать, алло. Мне надо еще 2 легионки. Я хочу раннюю легионку в 3 звезды. Ну и как вот мне бороться с инсектоидами? 6 рыцарей не затащит инсектоидов. 6 рыцарей не смогут никак бороться с инсектоидами. Вообще никак. Единственный вариант, который я проворачиваю в своей голове, это реально попробовать сыграть через гритеров. Это единственный вариант. Так, Игоречек. Мои 6 рыцарей против твоей луны в 3 звезды. С клинком тени. А, понял. Понял, принял, не дурак. Она меня вынесла. Помните, я говорил про щиты рыцарей? Так вот. Вот. Если бы щиты рыцарей у меня прокнули немного по-другому, было бы все замечательно. Но рандом решил иначе. Отлично. Сейчас будем обузить. Я не буду спешить сейчас апать легионку. Я более чем уверен, что я смогу справиться с этими мобами. Причем на изи. Уверен в этом. Гадалки не ходи, но я уверен, что я смогу с этим справиться. А потом я возьму и апну, соответственно, легионочку через яйцо. И получу урон дополнительный. Напомню еще раз. Кто вдруг меня прослушал, то когда каждая легионка выживает в конце раунда и получает урон, когда вы их объединяете, этот урон стакается вместе. И это имбулька. Это имбулька, которую нужно юзать. Ну, там 2 инсектоида противных строится. Это плохо. Это очень плохо. Для меня это плохо. Я могу очень много терять по хп. Так, я возьму предмет 2 тира. Я не буду награду за гоблинов юзать. Типа это круто, но не буду. Не хочу. Так, погнали. Бэм! 135 урона. Сюда. Это кайфуля. Надо предмет 2 тира поискать. Мне нужны молнии. Боже, там такие инсектоиды. Жесткие. Эх, рискую. Знаете, я все время говорю, мне бы всегда так падало. Было бы замечательно. Было бы прекрасно. Короче, единственный выход, который я здесь вижу из ситуации, это реально попробовать собрать себе гритеров. Реально попробовать собрать гритеров.
У меня сейчас трехзвездочная легионка, и мне вот интересно, смогу ли я заточить трехзвездочной легионкой против его луны? Я думаю, нет. О, понимаю. Понимаю. Вот это там инсектоид. Вот это да, вот это я понимаю скилл. Эмпреску он нашел уже. Если что, то на 9 уровне не так просто эту эмпреску найти. Он ее так, ну, налегке. Нормалек. Ой, Ярьку нормально прилетело. Но там к нему пришел инсектоид, поэтому так нормально прилетело. Мне так не хочется этого Абаддона скипать. Очень не хочется скипать этого Абаддона. Но я не смогу играть против 2 инсектоидов. Они меня испепелят. Они меня просто высушат вдоль и поперек. Уже 160 урона у моей легионочки. Это вкусно. Это замечательно. Что ж делать? Ну, блин, ну мне так хочется через Абаддончика еще. Ну, через... Мне вообще через 6.33 хочется попробовать поиграть. Ну, блин, увесистая такая тычка у моей легионки. 440 урона с руки. И с каждой моей победы, соответственно, мой урон увеличивается. Яичко. Что же делать, что же делать? 2 инсектоида. Уже 2 инсектоида, они огромные. Вы просто посмотрите на их столы. Один играет на 6 зверяка и 2, соответственно, таких огромных инсектоида. Это плохо. Для меня это очень плохо. Мои 52 хп сейчас могут в моменте улететь. Ну вот, мразь пришел на инсектоидах. Просто понимаете, в чем прикол? Смотрите, у инсектоида будет очень много контроля, это первое. Во-первых, там еще есть... Во-вторых, там есть бруда, которая, если что, может вот так вот в паутинку меня закидывать, у меня будут лютые миссы, и я ничего не смогу сделать. А когда я буду играть на гриттерах, то я, соответственно, буду, ну, чуть ли не бессмертным. Мне будет плевать на абсолютно весь контроль. Да, наверное, стоит все-таки сделать. Ну, кстати, я его вынес. Я думаю, не смогу вынести. Блин, я хочу как-то реально попробовать легионку эту реализовать. У меня сейчас будет уже 500 урона с руки, прикиньте. Почти как с рапирой. Боже, как Абаддон идет. Как же мне идет Абаддон. Ну вот что делать? В каком же я диком замешательстве, я вам говорю. У меня сейчас Абаддон будет уже 3 звезд. Ну тоже там, видите, там Думчик может мне сейчас накинуться на лицо. Но там почему-то Дум у него в сайленсе стоит. Интересно. Так, еще один раунд я выиграл, отлично. Чем больше раундов выиграю, тем мне, соответственно, лучше. Это, соответственно, мой урон. Чем больше у меня урона, тем лучше. Я, конечно, немного, ну, такую, знаете, небольшую ошибку совершил. Я думаю, все заметили. Я не обратил внимания, что у меня сейчас будет раунд с мобами, и я просто посливал сейчас бабки. Это огромный минус. Вот так вот, как я сделал со своими деньгами, так не делайте. Вообще никогда не делайте. Просто потеряете кучу бабла. Я вот просто не обратил внимания сейчас на какой раунд. Там цветки уже 2 в 3 звезды, обалдеть. Ничего себе там чуваку везет.
Нормально ему так фартит. Ему реально очень хорошо фартит на фигуры. На таком раунде иметь 2 цветки в 3 звезды. Сильно? О да, еще и как сильно. Мне нужен гиперстон. Но я реально, я вижу только один выход из этой ситуации. Тупо собирать гритеров. Щит 2-го тира такое себе, конечно. Манки Кинг в 2 звезды. Какие же там огромные двойницы есть. Ух ты, ёшки. Не, рапиру нельзя брать. Я криты, наверное, возьму. Это плюс урон, плюс крит. 400% от моей атаки, это прям много. Поэтому возьму криты. У меня всегда легион, когда побеждает, соответственно, у него урон становится больше, это, соответственно, больше крита и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Рапира мне не нужна, потому что я сам себя убью и отдам эту рапиру просто, и все. Рыцари — это не та синергия, на которой можно тащить. Надо перестраиваться. Только вот в кого? Я думаю, все-таки реально попробовать. Ну, вот попробовать тупо собирать сейчас гритеров. Я думаю, с гритерами будет все хорошо. Ну... Не, ну после такого я точно хочу собрать гритеров. Ну, срабатывай. Тычка, тычка, еще. Еще тычка, тычка. Еще тычка, тычка. Вот это она наваливает, движет. Три инсектоида, 3. Вы чё, больные? Какой же это просто отсталый билд. Ну вы меня извините, но это просто билд, ну... 4 инсектоида. О, да. Жалко мне Абадона, конечно, 3-звездочного. Но 4 инсектоида это... Ну ладно, там 3 снова стало инсектоида. Почему было 4 до этого? Или это просто я уже в глаза долбился, и я увидел еще одного инсектоида. Я увидел, что есть 3 инсектоида, и еще сверху одного дописал, соответственно. Какая разница? 3 инсектоида, 4 инсектоида. Легче от этого не становится, как бы. Капец, он меня рвет. Несмотря на то, что у меня такая легионка, он меня просто взял и порвал. У него даже 6 рыцарей нет, он меня просто взял и порвал. Им прикиньте? А все из-за того, что у него есть взгляд Азеса, который меня нереально контрит. Тренд, кстати. Короче, жалко. Мне очень жалко сейчас, конечно, распродавать такого Абадона. Очень жалко. Но... Ситуация требует жертв. О, отлично. Под моего думчика грим вылетел. Хорошо. Мне, короче, нужен антимаг. Мне нужен Манки Кинг. Мне нужен Дум, Грим. И надо что-нибудь на отхил. Ну, вот, кстати, я сейчас ни грамма не жалею о том, что я сейчас поставил конкретно легионку. Только мне надо кираса какая-то, либо щит 5-го тира. Мне что-то из этого надо. Живи, живи, молодая, живи, давай. Пассивочка, 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 давай, 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 давай. Давай, родненько, давай, давай, давай. Души. Ну. Щука. Ой, идите в задницу вы, друиды. Как назло, мне тупо не пришел друид, который мне необходим. Как назло. Просто не пришел тот друид, который мне необходим. Мне нужен был он друид, я бы поставил себе сейчас Трента в 3 звезды, у меня было бы много отхила.
Но обойдусь жрицей, судя по всему. Живи, 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 2 хп, 2 хп, 2 хп, живи! Давай, давай! Живи, живи! Пожалуйста, живи! На 2 хп, на 2 хп живу. 310 урона у пассивочки, а? Как вам? Я, конечно, скорее всего, даже в топ-3 не зайду. Ну, судя по всему. Хотя там чел играет через троллят. Может, тогда и зайду. Ну вот, как обычно, 2 топ-1 билда — это инсектоида. Сразу видно, 1000 IQ билд. На котором очень-очень-очень сложно играть. 1000 IQ билд, вот и все. Наверное, мне сейчас придется попробовать рольнуть шмотку. Я думаю, стоит все-таки рискнуть, потому что если я не рискну и не рольну шмотку, то меня порвут. Мне нужна кераса, либо щит 5-го тира. Мета. Мета и еще один антимаг. И лондруид, как назло. Антимага, короче, собирать не буду. Хотя, на самом деле, можно было бы и собрать. Ладно, в жрицу я не особо верю. Ну, как я в нее верю, в 3 звезды, но в данном случае я ее не соберу. Я, короче, лучше Рики поставлю 3-звездочного. Это будет Сайленс плюс миссы. Это то, что мне будет необходимо. Это даст мне время. Я, короче, рискну. Не, ну я возьму Кирасу. Я Кирасу возьму не просто так, смотрите. Это плюс скорость атаки, это плюс огромное количество брони. Это плюс понижение брони в радиусе, соответственно. Одни плюсы. То, что надо под мою, соответственно, легионку. Мне нужна плотность. Без плотности я тупо не буду переживать, соответственно, их. А с плотностью я смогу делать все, что я захочу. Мне надо еще Манки Кинг 2 звезды. С Манки Кингом 2 звезды будет намного проще играть. Давай, давай, души. Души его. Зверь вылетел, отлично. Остались только 2 инсектоида. По-моему, я... без какого-либо отхила, конечно, тяжеловато. Надо броня. Или хпшка. Я думаю, хпшку взять. Боже, какая нервная игра. Я с такими играми посидею. К 30 годам... к 30 годам так точно посидею. 700 урона с руки. Я его вынес. Сюда. Все, мету юзаю, короче, восстанавливаю 1 хп. А давно легионка сносит только 3 хп? Я что-то не понял. 3-звездочная легионка реально сносит всего лишь 3 хп? Серьезно? Я что-то думал, она побольше сносит. Для меня это прям открытие. Так, одному я винстрик сбил. Нужен второй. Надо вот это вот второго и не вынести. У него 6 винстрик, все такое. Но стол у него, кстати, слабоватый. Намного послабее, чем у этого Джейко. Я думаю, они просто в шоке. Такая легионка вынесла винстрик. Вот тому чуваку? Серьезно? Я и тут, походу, винстрик забрал. Там чувак на Джейкоу тоже откис. Но он откис против вот этого Ини. Удивительно, на самом деле. Как по мне, у того чувака стол намного сильнее. Сюда, инсектоиды, сюда. Все, я, походу, здесь побеждаю. Походу, это камбэчная.
Настолько был сосредоточен на том, что выиграю раунд или нет, что я забыл, что у того чувака в винстрике не успел разблокировать халявный ролл. Да. 800 урона с руки уже. Уже 800 урона с руки, прикиньте. О, антимаг 3 звезд. Ну, по идее, он ничего не сделает моей легионке. Они на самом деле ну, ничего не сделают моей легионке. Только единственное, что мне нужна маска хотя бы 5-го тира для того, чтобы у меня был хоть какой-то хп реген. Потому что не будет маски 5-го тира, то мне будет тяжело. Мне будет очень тяжело играть против них. Но благо у меня хотя бы 90% героев без маны. Ой-ой-ой, давай, давай, души. Хорош, Манки Кинг у меня. Просто дал и потянул время. Видите, дамага у них вообще нету. Зато у меня дамага 740 единиц. И с каждым раундом все больше и больше у меня урона. Один инсектоид вылетел, отлично. Второго я порву. В легкую порву. 100%. Все, чел может тупо ливать. Все, ливай, давай, ливай, забудь. Ты ничего не можешь мне сделать, забудь. Я его сейчас морально давлю, понимаете? Я его сейчас тупо давлю морально. Он не знает, что со мной делать, и я его тупо давлю морально. А ну-ка, ребят. Сейчас ролик поставьте на паузу. Даже если займу топ-2, и все равно этот ролик выйдет 100%. Такой контент обязательно должен быть на канале. Я на самом деле в какой-то момент опустил руки, я думал, что я даже в топ-3 не зайду. А оказывается, еще и как зайду. Еще и как зайду. Короче, поставьте сейчас ролик на паузу и напишите в комментариях, какое место я займу по итогу. Без маски 5-го тира у меня, ну, на самом деле, огромное количество хп регена. На тоненького, конечно. Я чуть себя... Видели, сколько я хп себе снес? 50к урона нанес. 50 тысяч урона. 56 тысяч урона с руки. Как вам? Имба? Получается, это легионочка-то имба? Может, еще молодая? Боже, я это камбэкнул, прикиньте, я это камбэкнул. Я в какой-то момент реально... Вот просто я думал, что мне все. Я думал, что мне все. Что мне конец. Я опустил в какой-то момент руки и думал, что все, это конечно. Это ГГ. А по итогу я даже могу еще и вынести этого инсектоида. $4000 крит почти, видели? 3700. О, клинок тени сюда. Плюс мясы. А мясы это хорошо. И предмет 3-го тира. Все это, конечно, хорошие предметы, но я возьму, наверное, кристальчик плюс скорость атаки, чтобы у меня было намного больше скорости атаки. Чем чаще буду бить, тем, соответственно, чаще буду... Ёлки-моталки. Вот это я поспешил. Боже, походу меня вынесет. У него там МКБ плюс Батл Фури. А у меня тонна уклонения, которая не будет работать против его рыжего лиса. Но он вообще странный инсектоид, если честно. Керрит рыжего лиса, когда у него есть импреска такая, и когда у меня нет вообще никакого хп регена, это, по-моему, ну, пахнет ошибочкой, не? Единственный плюс, это то, что у меня легионка тупо плотная. Такая, ну, жрабасенка. На мораль давит. Боже, 815 урона. У меня отхила нет, это очень плохо. Очень плохо то, что у меня тупо нет отхила. Несмотря на то, что у меня тупо нету отхил, я все равно его сношу.
Ну, кстати, инсектоидом он мог меня... Точнее, инсектоида, а Никсом он мог бы меня вынести. ГГ. Ну, простите, простите. Мы с тобой будем играть до конца. Он ливнул. Серьезно? Ай-яй-яй, не хватило 3 очков до ферзя. Это была бы эпическая каточка, как я апнул ферзя. Боже, вы посмотрите на их столы. Как же это жестко. Это очень жестко. Но на самом деле его ошибка в том, что он не Кирилл Импреску. У него Импреска просто однозвездочная, поэтому у него было Импресками парь, который прыгнул на лицо. Это очень жестко. Это нереально жестко. Я до сих пор не могу понять, что произошло. Потому что, ну, катка, ну, это просто сверхра... Вы видели их столы? Вы видели их столы? Боже. Это жесть. Как я это смог вытащить? Не, ну за такую легионочку, ребят, это заслуженный лайк и комментарий, соответственно, от 3 слов. Понял? Быстренько ставь сейчас. Это очень жестко. Я до сих пор не могу понять, что произошло. Но это было очень жестко. У меня была огромная легионка. Получается, берешь легионочку, делаешь ее огромной, ставишь гритеров и спокойно всех инсектоидов подчистую режешь. Как, не знаю, как кого. Короче, не знаю, как кого, поэтому сами напишите в комментариях, как кого. Кайф каточка. Очень кайфовая каточка. Жалко, конечно, знаете, я вот немножечко уставший записывал сейчас. Я думаю, это, конечно, на ролике не особо сказалось, по крайней мере, я на это надеюсь, но все же. Это же жесть. Короче, это сказал к тому, что я, может быть, там где-то в каких-то моментах эмоций не выдавал как надо. Хотя в голове у меня была буря. Но это просто я уставший. Подустал. Это жестко. Это очень жестко. Очень жесткая каточка. В общем, мне добавить реально нечего, поэтому, ребят, чтобы не растягивать концовку, для того, чтобы я там говорил, я не знаю, что добавить еще и тому подобное, просто на этом закончим. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте оставить свой лайк в поддержку данного ролика, чтобы он продвинулся в тренды рекомендации. Кто не подписан на YouTube, то подписывайтесь обязательно, потому что цель у меня 5000 подписчиков. Ну а губа не дура, до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!